Привет подписчикам и гостям моего канала. В этом ролике я предлагаю вам сделать резиночки для волос с цветами из ленты в классических строгих черно-белых оттенках. Первый вид лепестков – лепестки с завитком. Их мы будем делать из отрезков ленты со стороной 5 см. Складываем первые два отрезка ленты. Затем складываем друг на друга так, чтобы нижний слегка выглядывал. И посередине иглой фиксируем уголки. Три края ленты соединяем над огнем. И теперь мы формируем завиток. Обычно у меня получается 4 оборота. И четвертый. Свободный край ленты подгибаем к завитку и хорошенько прижимаем завиток. Теперь иголку вытаскиваем и прокалываем завиток. Уголочки выравниваем. При необходимости можно использовать две иглы. Одну для фиксации уголков, вторую для фиксации завитка. У основания все слои ленты лежат на одном уровне. Подравниваем и спаиваем кончик. Теперь мы берем третий отрезок ленты. И оборачиваем им лепесток завитком. Иглу убираем, подравниваем у основания все слои ленты, они должны лежать на одном уровне. Подравниваем уголочки. Подравниваем уголки и снова можно проколоть иглой. Подрезаем низ лепестка. После этого обрабатываем низ над огнем. Вытаскиваем иглу и быстренько разравниваем уголки и завиток. Для этого можно воспользоваться пинцетом. Лепесточек готов. И еще раз точно такой же лепесток. Складываем, чтобы один отрезок немного выглядывал. Фиксируем иглой уголки. Три края ленты спаиваем над огнем и формируем завиток. Первый, второй, третий и четвертый виток. Поджимаем завиток лентой и еще раз фиксируем иглой. Подравниваем у основания все слои ленты. Немного подрезаем кончик, чтобы все слои ленты попали под огонь одновременно. Оборачиваем лепесток еще одним отрезком ленты. Выравниваем уголочки и прокалываем еще раз. Выравниваем уголки и обрабатываем низ
над огнем. Вытаскиваем иголку. Следующий вид лепестков для нашей работы — двойной острый лепесток канзаши. Его мы делаем из отрезков ленты со стороной 3,2,5 см. Но так как ленты шириной 3 см нет, можно подрезать ленту шириной 4 либо 5 см. Такие лепесточки можно делать двумя способами. Первый — это мы формируем вначале один лепесток. Закрепляем кончик над огнем. И оборачиваем его вторым отрезком ленты. Выравниваем уголочки и спаиваем кончик. При необходимости кончик можно немного подровнять, чтобы все слои ленты попали под огонь одновременно. Подрезаем низ. И второй способ — это мы складываем сразу же вместе два отрезка ленты и формируем лепесток. Выравниваем уголочки. Скрепляем кончик лепестка и подрезаем низ. Точно такие же лепестки делаем из отрезков ленты со стороной 2,5 см. И тех, и других для одного цветочка нам понадобится по 7 штук. Подрезаем низ. Начинаем собирать наш цветок. Вначале склеиваем 7 лепестков с завитком. Клея наносим совсем немного. И не доходим до центра лепестков, так как в дальнейшем мы будем между ними вклеивать еще одни лепестки. Все края должны лежать свободно. Теперь мы берем лепестки из отрезков ленты со стороной 3 см, те, которые побольше, и вклеиваем их между лепестками с завитком. Следующие 7 маленьких лепесточков я буду приклеивать сверху. Между лепестками с завитком, немного отступив от центра. Если вы планируете в таком цветочке делать серединку другого типа, то мелкие лепесточки можно собрать на нить и приклеить сверху. Либо приклеить их ближе к центру. Здесь уже можно украсить серединку красивой бусиной, либо стразом. Мы же сделаем цветочек.
Цветок мы будем делать из лепестков в складку. Двойной лепесток в складку. Складываем один отрезок ленты. Складываем второй. Складываем их вместе так, чтобы один выглядывал из-под другого. Складываем два отрезка ленты посередине, и первый изгиб мы будем делать под углом кверху. Поднимаем край ленты. Второй изгиб опускаем ленту вниз, укладываем на одном уровне с верхней складкой. И поднимаем вверх кончик. Также укладываем на одном уровне с верхней складкой. То же самое делаем с другой стороны. На уровне с самыми короткими изгибами внутри лепестка отрезаем кончик. Спаиваем над огнем. И подрезаем низ лепестка. Таких лепесточков нам понадобится 3. И теперь формируем серединку для такого цветочка. Беру произвольно 2 отрезка ленты, складываю их наискосок и один краешек соединяем над огнем. Теперь скручиваем серединку. Отрезаем необходимую нам длину и обрабатываем над огнем. Собираем маленький цветочек. Его можно как склеить, так и сшить. Клей наносим, не доходя до середины лепестков. Если у вас не получается лепесток в складку, посмотрите видео, ссылку на которое я оставлю внизу. Там я указала все ошибки, по которым не получаются такие лепестки. Вклеиваем серединку. И соединяем оба цветочка. Теперь мне понадобится основа диаметром 3 см и резиночка. Основу к резиночке я пришью прозрачной мононитью. Теперь остается просто приклеить наш цветочек.